Пока они паслись, стадо диких лошадей заметило брошенного плачущего мальчика на обочине сельской дороги. Они подошли к нему из любопытства, и то, что произошло дальше, благодаря им дало бедному мальчику новую жизнь. Это было в сумерках, на пустынной сельской дороге. В полях по обе стороны было тихо, только тихо шелестела трава и дул легкий ветерок. Вдалеке мирно паслось небольшое стадо диких лошадей, но на обочине дороги сидел и плакал маленький мальчик, не старше 6 лет. Его одежда была грязной и изорванной, а лицо залито слезами. Он выглядел потерянным и испуганным и оглядывался по сторонам, словно надеясь, что кто-нибудь придет ему на помощь. Затем дикие лошади подняли головы, навострили уши и, казалось, почувствовали тревогу мальчика. Они осторожно двинулись к нему. Страх мальчика на мгновение был забыт. Он был заворожен видом приближающихся величественных животных. Лошади окружили его плотным кольцом. Вперед выступила кобыла и легонько толкнула мальчика носом. Страх мальчика начал отступать, когда он заглянул в спокойные глаза кобылы. Он почувствовал на своем лице ее теплое дыхание и постоянное, успокаивающее присутствие других лошадей вокруг него. Их общее спокойствие, казалось, передало ему некое послание. Он был в безопасности. Мальчик неуверенно протянул руку и коснулся морды кобылы. Он шмыгнул носом, вытер его тыльной стороной ладони и нерешительно погладил кобылу. Она ответила мягким покачиванием и опустила голову, чтобы мальчику было легче ее погладить. Ободренный, он запустил пальцы в ее гриву. Она казалась шелковистой, когда он пропускал ее сквозь свои маленькие пальцы. Постепенно мальчик начал расслабляться. Присутствие лошадей действовало на него успокаивающе, чего он никак не ожидал. Казалось, они понимали его страх и одиночество, а их ласковое поведение помогло успокоить его расшатанные нервы. Мальчик прижался к кобыле и положил голову ей на шею. Он больше не чувствовал себя одиноким. Дикие лошади приняли его в свой круг. Кобыла, в частности, казалось, взяла на себя роль опекуна. Она стояла рядом с мальчиком и время от времени подталкивала его локтем, словно желая заверить, что все будет хорошо. Слезы мальчика высохли. Он оглянулся на других лошадей. В их глазах отражались последние лучи заходящего солнца. С наступлением ночи температура воздуха понизилась, и сельская дорога погрузилась в темноту. Дикие лошади почувствовали перемену и начали двигаться. Инстинкты заставили их искать укрытие. Кобыла легонько подтолкнула мальчика, словно призывая его следовать за ней. Мальчик, спотыкаясь, поднялся на ноги. Его маленькие ножки с трудом поспевали за ним, но он был полон решимости держаться рядом. После короткой прогулки лошади свернули с дороги и направились к старому сараю, приютившемуся среди деревьев. Сарай был для них привычным пристанищем, местом, где они иногда искали убежище в суровую погоду. Мальчик последовал за кобылой и, спотыкаясь, вошел в сарай. Оказавшись внутри, он огляделся. Его глаза медленно привыкли к тусклому освещению. Сарай был наполнен приятным запахом сена и тихими звуками, издаваемыми устраивающимися на ночь лошадьми. Он нашел в углу охапку соломы и свернулся на ней калачиком. Он чувствовал присутствие кобылы где-то поблизости. Мальчик закрыл глаза. Усталость взяла свое. Тем временем владелец конюшни, пожилой мужчина по имени Сэмюэл, совершал свой ночной обход. Он владел этим поместьем десятилетиями и знал здесь каждый дюйм. Приблизившись к сараю, он заметил знакомые очертания диких лошадей, видневшиеся сквозь открытую дверь. Он вошел внутрь, ожидая увидеть лошадей, сбившихся в кучу. Вместо этого его глаза расширились от удивления, когда он увидел маленькую фигурку, свернувшуюся калачиком на соломе в окружении лошадей. «Что, черт возьми?» — он прошептал. Подойдя ближе, он понял, что это был маленький мальчик, мирно спавший среди лошадей. Кобыла встала над мальчиком, словно защищая его, повернула голову и спокойно посмотрела на Сэмюэля.
Первоначальный шок старика сменился беспокойством. Он опустился на колени рядом с мальчиком, стараясь не напугать его. «Привет, малыш», — тихо сказал он, касаясь плеча мальчика. Мальчик пошевелился, его глаза приоткрылись. На мгновение он растерялся, но потом увидел знакомую морду кобылы и расслабился. В голове Сэмюэля роились вопросы. Откуда взялся этот мальчик? Как он оказался здесь, наедине с дикими лошадьми? Он посмотрел на мальчика и заметил грязь и слезы на его лице. «Как тебя зовут, сынок?» — мягко спросил он. Мальчик ответил не сразу. Он все еще был сонным. Он огляделся по сторонам и, наконец, сказал, что его зовут Томми. У Сэмюэля защемило сердце при виде испуганного маленького мальчика. «Ну что ж, Томми, теперь ты в безопасности. Меня зовут Сэмюэль, давай зайдем в дом, и мы во всем разберемся». Мягко уговаривая, Сэмюэль помог Томми подняться на ноги и повел его к дому. Мэр проводил их до дверей амбара и смотрел, как они уходят. В доме Сэмюэл дал Томми теплое одеяло и миску супа. Мальчик ел с жадностью. Сэмюэл наблюдал за ним, все еще пытаясь сложить воедино события, которые привели мальчика сюда. Когда он покончил с едой, Сэмюэл сел рядом с ним. «Ты можешь рассказать мне, что произошло, Томми? Как ты там оказался?» Глаза Томми наполнились слезами. Он глубоко вздохнул и сказал, что заблудился. Он пытался найти дорогу домой, но не смог. Он не знал ни своего адреса, ни фамилии. Сэмюэл внимательно слушал, его сердце было полно сострадания. Он понимал, что Томми пришлось пережить тяжелые испытания, но было что-то особенное в том, как лошади отнеслись к нему. Он решил помочь мальчику, надеясь, что его семья скоро приедет за ним. Первые 2 дня были трудными для Томми. Хотя дом Сэмюэля был теплым и уютным, он все равно казался незнакомым. Томми ужасно скучал по своей семье. Мысль о разлуке с ними наполняла его тревогой. Он часто сидел у окна и смотрел на поля, надеясь увидеть знакомое лицо или знак того, что его семья едет за ним. Сэмюэл изо всех сил старался, чтобы мальчик чувствовал себя как дома. Он готовил еду, рассказывал истории и даже принес несколько игрушек, которые хранил от своих собственных детей. Но Томми оставался замкнутым. Его мысли постоянно возвращались к семье. Связь, которая была у него с дикими лошадьми, казалось, была его единственным утешением. Однажды утром Сэмюэл заметил, что Томми был необычно бледным и вялым. Обеспокоенный, он решил отвезти его в местную клинику. «Ну же, Томми», — мягко сказал он, — «мы собираемся сходить к врачу, просто чтобы убедиться, что с тобой все в порядке». В клинике врач провел тщательный осмотр. Он нахмурился, проверяя показатели Томми. У мальчика недостаточное питание. Похоже, что он уже некоторое время страдает от этого, сказал он, глядя на Сэмюэля. Ему нужно правильное питание и покой. Я выпишу ему витамины и пищевые добавки. Но ему потребуется тщательный уход. Сэмюэл кивнул. Он сказал, что сделает все, что потребуется. Врачу оставалось только сказать ему, что нужно Томми. Вернувшись домой, Сэмюэл скрупулезно следовал указаниям врача. Он готовил питательную пищу и следил за тем, чтобы малыш пил много воды. Он также давал ему предписанные витамины и пищевые добавки. Постепенно Томми начал проявлять признаки физического улучшения. К его щекам вернулся румянец, и у него появилось немного больше энергии. Несмотря на физическое выздоровление, Томми оставался эмоционально отстраненным. Он редко разговаривал и часто казался погруженным в свои мысли. Сэмюэл пытался вовлечь его в какие-то дела, но душевная боль мальчика была очевидна. Пожилой человек понимал, что на выздоровление потребуется время, особенно когда речь заходит о сердечных делах. Однажды вечером, когда солнце уже клонилось к закату, Сэмюэл увидел, что Томми снова сидит у окна и смотрит на поля. Он подошел и сел рядом с ним. «Знаешь, это нормально. Скучать по своей семье», — тихо сказал Сэмюэл.
Но здесь ты в безопасности. Мы найдем способ помочь тебе вернуться к ним». Томми кивнул, но его взгляд по-прежнему был устремлен вдаль. Сердце Сэмюэля болело за мальчика. Шли недели, и мальчик постепенно начал открываться фермеру. Однажды тихим вечером, сидя на крыльце, Томми начал рассказывать о своем прошлом. Сэмюэл внимательно слушал, понимая, что это важный шаг для мальчика. «У моей семьи было не так много денег», — начал Томми. Он с трудом подбирал взрослые слова, и его голос был едва громче шепота. «Мои родители так старались, но этого всегда было недостаточно. Однажды они сказали мне, что мы должны покинуть наш дом. Мы долго гуляли, а потом они оставили меня на обочине дороги. Они сказали, что вернутся, но так и не вернулись». У Сэмюэля защемило сердце, когда он слушал историю Томми. Он видел боль в глазах мальчика, чувство покинутости, которое преследовало его, и, наконец, понял, почему никто не подавал заявление о пропаже ребенка. Никто не искал этого маленького мальчика. Полной решимости помочь Томми наладить свою жизнь, Сэмюэл решил обратиться к местному фермерскому сообществу. Он знал, что в одиночку сможет обеспечить Томми любовью и заботой, но мальчику требовалось больше поддержки, чтобы по-настоящему процветать. Сэмюэл созвал городское собрание и объяснил ситуацию Томми. Реакция была ошеломляющей. Соседи и друзья были тронуты рассказом мальчика. Многие пожертвовали одежду, игрушки и книги. Некоторые вызвались провести время с Томми, чтобы помочь ему с учебой или просто поиграть с ним в игры. Местная школа даже организовала для него занятия, чтобы он получил то образование, которого заслуживал. По мере того, как общество сплачивалось вокруг него, Томми снова начал чувствовать себя частью общества. Доброта и поддержка окружающих помогли ему залечить раны прошлого. Он начал больше улыбаться, смеяться и играть, как любой другой ребенок его возраста. Дикие лошади по-прежнему радовали его своим присутствием в жизни. Каждый день он проводил с ними время, особенно с ласковой кобылой. Их связь оставалась крепкой. Однажды солнечным днем жители города устроили пикник в парке, чтобы отпраздновать успехи Томми. Собрались семьи, а дети бегали вокруг, смеясь и играя. Томми посмотрел на улыбающиеся лица и понял, что он больше не одинок. Сообщество приняло его, дав шанс построить новую жизнь, полную надежд и возможностей. Но как раз в тот момент, когда жизнь, казалось, вошла в счастливое русло, неожиданное событие нарушило их вновь обретенный покой. Однажды ясным осенним утром, когда Сэмюэл и Томми готовили завтрак, раздался стук в дверь. Сэмюэл открыл ее и увидел мужчину и женщину. За ними стоял полицейский. «Доброе утро», — сказал полицейский. «Это мистер и миссис Томпсон. Они искали своего сына, и мы полагаем, что Томми может быть их ребенком». Томми выглянул из-за угла. Его глаза расширились, когда он узнал своих родителей. Миссис Томпсон разрыдалась и бросилась к Томми, чтобы обнять его. «О, Томми, мы повсюду искали тебя!» — воскликнула она, крепко прижимая его к себе. Сердце Сэмюэля замерло. Разве эти люди не бросили его на обочине дороги? За чаем Томпсоны рассказали свою версию случившегося. Они столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и в момент отчаяния оставили Томми на обочине дороги, надеясь, что кто-нибудь найдет его и позаботится о нем, пока они будут пытаться разобраться в своей жизни. С тех пор их мучило сожаление, и они неустанно искали его. Томми слушал, и по его лицу текли слезы. Он испытывал непонятную смесь эмоций, облегчение, гнев и печаль. Вместе с Сэмюэлем он обрел новую семью в местном сообществе, но возвращение его биологических родителей пробудило старые чувства. Сэмюэл наблюдал за разворачивающейся сценой. Он знал, что Томми страстно желал этого воссоединения, но все же не мог избавиться от страха потерять мальчика, которого полюбил. И он не мог смириться с мыслью о том, что его вернут тем же людям, которые когда-то выбросили его, как сломанную игрушку.
Ситуация быстро переросла в судебную тяжбу по поводу опеки над Томми. Томпсоны хотели забрать своего сына обратно. Сэмюэл и община сплотились, чтобы обеспечить ему безопасность в его новом доме. Дело получило, это привлекло значительное внимание, и вскоре маленький городок буквально гудел от мнений и эмоций. Несколько недель спустя в зале суда царила напряженная атмосфера, когда обе стороны представляли свои доводы. Томпсоны утверждали, что совершили ошибку, но с тех пор исправили свое положение и способны обеспечить Томми. Сэмюэл и сообщество, с другой стороны, подчеркивали связь, которая установилась между Томми, Сэмюэлем и дикими лошадьми, и подчеркивали стабильность и любовь, которые они дарили. Показания Томми были самой эмоциональной частью судебного разбирательства. Судья была строгой, но справедливой женщиной. Она попросила его рассказать о своем опыте. Томми стоял перед судом, его маленькая фигура казалась совсем маленькой в большом зале. «Я люблю своих родителей», — начал он дрожащим голосом. «Но Сэмюэль заботился обо мне, когда я был один. Сообщество приняло меня с распростертыми объятиями и дало мне почувствовать себя в безопасности. Лошади — мои друзья». Когда он говорил, глаза присутствующих в зале суда наполнились слезами. Он рассказал, как дикие лошади окружили его и привели в сарай Сэмюэля, и как фермер ухаживал за ним, пока он не выздоровел, и как он нашел любящий дом. Судья внимательно слушал, глубоко тронутый искренними словами мальчика. Судья объявил перерыв, чтобы посетить ферму Сэмюэля. Она хотела своими глазами увидеть связь между Томми и лошадьми. Она наблюдала, как мальчик общался с дикими лошадьми, особенно с кроткой кобылой, которая первой подошла к нему. Связь была несомненной. Лошади относились к Томми со спокойствием и привязанностью, которые были редкими и особенными. Как только они вернулись в зал суда, судья вынесла свое решение. По ее словам, это дело касается наилучших интересов ребенка. У Томми явно сложились прочные отношения с мистером Сэмюэлем и обществом, которые обеспечили ему стабильность, любовь и заботу. Зал суда затаил дыхание, когда она продолжила. «Я выношу решение в пользу того, чтобы Томми остался с мистером Сэмюэлем. Однако очевидно, что его биологические родители любят его и пытаются загладить свою вину. Поэтому я предоставляю Томпсонам право на посещение в надежде, что этот смешанный семейный сценарий обеспечит Томми любовью и поддержкой, в которых он нуждается со всех сторон». Это решение принесло Сэмюэлю и обществу чувство облегчения и радости. А Томпсоны выразили свою благодарность за то, что им позволили остаться в жизни Томми. Это было нестандартное решение, но оно дало Томми лучшее из обоих миров. В последующие месяцы начал складываться сценарий смешанной семьи. Родители Томми регулярно навещали его. Они восстановили свои отношения с ним, уважая связь, которая была у него с Сэмюэлем. Сообщество продолжало поддерживать Томми и обеспечивало его всем необходимым для процветания. Дикие лошади по-прежнему были неотъемлемой частью жизни Томми. Нежная кобыла, в частности, всегда была рядом с ним, словно чувствуя потребность мальчика в стабильности. Однажды солнечным днем в парке состоялся очередной пикник. На этот раз это был праздник единства и любви, которые объединили их всех вместе. Томми был окружен своими биологическими родителями, Сэмюэлем и обществом. Теперь у него была семья, которая выходила за рамки родословных. Семья, основанная на любви, доброте и сострадании. Когда солнце село, Томми посмотрел вдаль на диких лошадей. Они мирно паслись. Он знал, что их вмешательство изменило его жизнь так, как он и представить себе не мог. Сэмюэля теперь считали героем. Его доброта и преданность делу не только спасли мальчика, но и вдохновили бесчисленное множество других людей открыть свои сердца и дома. Отношения Томми с его биологической семьей также улучшились. Смешанный семейный сценарий, созданный судом,
позволил ему наслаждаться лучшим из обоих миров. Он проводил время со своими родителями, сохраняя при этом глубокую связь с Сэмюэлем и сообществом, которое стало его второй семьей. И лошади никогда не отходили от него ни на шаг. Его история прошла полный круг. Он превратился из брошенного ребенка, полного страха, всеми любимого, жизнерадостного мальчика, полного надежд на будущее. Окруженный своей новой и старой семьей, под присмотром диких лошадей, с которых все началось, Томми понял, что он по-настоящему дома. У вас есть история о том, как животные заботятся о людях и меняют их жизнь к лучшему? Расскажите нам об этом в комментариях, мы будем рады услышать. Но сейчас мы уходим. Увидимся в следующем видео.